Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс, неожиданности и сюрпризы сентября. Давайте узнаем, у нас сегодня две колоды карт и карты нового пасьянса. Я его назвала «Неожиданности и сюрпризы». И карты создала специально покрупнее, чтобы можно было лучше рассмотреть. Каковы же неожиданности и сюрпризы? Давайте с вами узнаем. И этот расклад я чаще делаю где-то ближе к середине месяца, но с учетом великой ретроградности или то, что за осенний период даже планетарно мы можем некоторые вопросы по части документов или каких-то согласований, пересмотра брачных контрактов, пересмотра контрактов по работе, когда больше возможностей появляется. Мы можем пересматривать что-то, как будто видоизменять для себя с большими возможностями, может быть, согласовывать. Вот этот момент он есть. Или мы можем быть поставлены своего рода в ситуацию выбора, когда делать тоже придется этот выбор, исходя не из какой-то новой истории, а из того, что уже сложилось до этого времени. И буквально с первых чисел сентября часть планет, серьезных игроков на астрологическом небосклоне уже находится в ретро-движении, и человечество подметило, хоть это и называется оптическая иллюзия, и тем не менее. На самом деле нам какие-то в эти периоды возвращают пространство и время вопросы. Но, допустим, Сатурн, он ретро-Сатурн в рыбах, он уже как бы присутствует, но добавляется Плутон в этот период, добавляется еще и в ретро-движение Уран, вот такие две планеты, которые как раз и меняют что-то, реструктурируют. Может быть, это можно сказать, как и ломка шаблона, некоторая такая революционная инновация тоже может быть предусмотрена, но еще у нас и Нептун в ретро-движении, одним словом. Могут быть какие-то совершенно вами непрогнозируемые прежде события. Может быть, и придется с чем-то определяться. Кому более интересно, я приглашаю на свой сайт. Есть и планетарные гороскопы, есть и статьи по психологии. И в описании под видео оставлю ссылки и на свой сайт, и на статьи, а также на плейлисты к видео YouTube. Итак, что же для вас неожиданности и сюрпризы сентября для Дев? Будем смотреть. О чем нам расскажут? Некоторые из символов, которые вы будете видеть, они могут перекликаться с моими прежними пасьянсами, которые вы видели на канале, но некоторые новые. И у вас совпадает лупа. То есть есть то, что вам нужно предельно внимательно рассмотреть. Или уделить чему-то внимание такое, знаете, когда, вот как раз ваш перфекционизм вам поможет. Может быть, это то, как элемент скрыто. Просчитать что-то на пару шагов вперед. Куда-то определенно не торопиться, а вот именно изучить какой-то вопрос, мои дорогие девы. И это получается первое значение, как будто с этого у нас все начинается. И я пока не вижу совпадений. Хорошо. Идем с вами дальше. Вот интересно. Столько карт достала. Буду смотреть более пристально, потому что для меня еще глаз не набит, как бы рука не набита. И у вас значение корабля, исполнение желаний. Для кого-то это может означать важные перемены или ваш переезд, поездка.
изменения, ну, где-то, если мы говорим перемены, некоторые изменения, или вы будете сами какие-то коррективы вносить. Но все это идет от того, что исполняется какое-то желание. Может быть, новыми какими-то возможностями перед вами открываются эти самые перспективы, или словно судьба вам, ну, это как вы себе протягиваете руку помощи из будущего. Вот такой момент тоже может быть. Важно от чего-то не отказаться, что-то увидеть. Не пройти мимо или не промчаться мимо, потому что в чем-то есть определенный прогресс. Или совершить вот это важное путешествие или поездку. Может быть, в какой-то местности как раз больше понимания по тому или иному вопросу, когда вы можете и разобраться с чем-то, и, может быть, оформить какие-то документы. Давайте посмотрим, что еще. Вот интересно, только на сей момент я вижу одно значение. Как будто в центре у тебя исполнение мечты идет или твоего желания. Так, и смотрю, что у нас еще могло совпасть. Карты более чем лаконичны в отношении вашего знака зодиака, мои дорогие девы. Ну вот посмотрите, лупа, да? И у вас выпадает шляпа. Это шляпа-невидимка волшебника. О чем говорит эта карта? О том, что тебе некоторую нейтральную позицию или словно невидимым. Что я подразумеваю под этим символом? Согласитесь, когда нас запоминают люди, или когда мы кого-то запоминаем, когда часто человек либо как-то ведет себя, может быть, доказывает что-то, или наоборот, человек может изображать радость какую-то, или он экстравагантно одет. Вот карта говорит, не привлекай к себе внимания. Может быть, и как словно кто-то за вами наблюдает, делает какие-то выводы. Может быть и так. Хотя я могу предположить, меня смотрят люди из разных стран. Может быть, есть конкретный переезд, и вам это нужно сделать словно невидимо. Быстро. Как словно вот я был здесь, и вот меня уже здесь нет. Внезапно как бы исчезнуть. И если очень сложный, я могу допустить для кого-то на повестке дня, на повестке, точнее, в течение дня, любого из дней месяца может такой вопрос стоять, и у вас получится это осуществить. Может быть, эта карта еще и говорит, не высказывай кому-то, знаете, резкого «да» или резкого «нет». И чем меньше, может быть, каких-то, ну, условно, запоминаний именно вас самих, или чем меньше вы участвуете в каком-то деле, для вас тоже может быть со знаком плюс. Подойдите более осмотрительно к тому, что вам предлагают и на что вы соглашаетесь. Вот это точно, мои дорогие девы. Я смотрю, что еще у вас могло совпасть. И на самом деле я не вижу больше совпадений. Видимо, карты ограничились тем, что вот для вас на данный период важно знать. Да, исполняются желания, но от вас вот такие энергии требуются очень осторожно, аккуратные, невидимые. Поэтому, если вы имеете какие-то планы, не рассказывайте себе много, не делитесь вообще о своей жизни много. Вас могут выпытывать, кому-то может быть и любопытно, я сказала уже, за вами наблюдают. Значит, вам нужно, может быть, из какой-то ситуации даже ретироваться. И главное, у вас получится это сделать. Но сделать, может быть, не совсем таким откровенным путем, а быть вот этим, словно невидимкой, или быть магом и волшебником, мои дорогие. Вам просто необходимо. Неожиданности и сюрпризы. И тогда ваше желание исполняется. Оно как будто того стоит. И посмотрите, ни один из других образов, символов не совпал. И как будто судьба на самом деле не оставляет, как быть этим магом и волшебником. Совместить несовместимое. Решить неразрешимое. Договориться или
И если ничего не получается сделать, может быть, и запутать кого-то, мои дорогие, или буквально исчезнуть. Давайте немножко поясним. Уж больно кратко и лаконично нам сказали карты. И все же неожиданности. 3 карты достанем для вас. Что это может означать? Неожиданности. Что-то завершается. 13-й аркан смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это отнюдь не про смерть. Это карта трансформации. Вы подходите к этой трансформации вот так вот медленно, но уверенно, потому что присутствует в вашей жизни то, что не имеет смысла продолжать. Какая-то история словно закончилась, и это окончание именно. Вы можете ставить словно последние аккорды или точки над «и» расставлять по тем или иным вопросам, и точно уже будете знать, что да, я уже не вернусь сюда, или я к этому не хочу больше возвращаться, и мне какая-то история самому или самой надоела. Трансформация словно, ведь это карта старшего аркана, поэтому словно высшие силы назовите, или обстоятельства будут как раз вам помогать, чтобы что-то было завершено. Но эта карта нам говорит: не будь очень быстрым. Искусство мелких шагов, тебе придется действовать совершенно по-другому. Давайте спросим. Неожиданности. Самое главное, не начать себе самокопание сеанс или устроить себе какую-то ненужную философию. Вы можете сомневаться именно в себе, потому что чересчур будете анализировать какой-то вопрос. И наша девушка с повязкой на глазах, она ведь не видит, что вокруг. Ей кажется холодно. Это я, вокруг меня забор из мечей. Мои руки связаны, а на самом деле нам говорят: сними повязку с глаз, ты смотришь вглубь себя, поэтому нет места ненужной глубокой философии. Нам наоборот сказали карты: будь внимателен, у тебя что-то может решаться. Но в неожиданностях, видимо, будет какая-то ситуация, которая для вас совершенно новая. И ведь по карте 13-го аркана трансформация – это когда, знаете, состояние, когда мы зернышко садим в землю. И прежде чем зернышко и тот росток, который находится в глубине вот этого могучего панциря, или то, что мы называем зерном, так вот, прежде чем росток разовьется и пробьется к свету, к солнцу, ему приходится проходить первый путь – разрушение вот этого панциря, вот этой твердой оболочки, которая долгое время охраняла. Это и есть аркан смерти или трансформации по 13-му старшему аркану в колоде Таро. И нам ведь непонятно, то есть через какие-то преграды, нет какого-то легкого пути. И после, на этом не заканчивается, этому росточку придется где-то в одиночку пробиться сквозь темную землю, прежде чем он достигнет солнца. И поэтому карта говорит: искусство мелких шагов. Ты словно исследуешь непознанную землю без карты и идешь словно где-то в сумерках, в темноте. Поэтому сомневаться в себе из-за именно этого, что ты не можешь что-то просчитать наверняка. Ты просто идешь вперед, и у тебя хватает мужества, но ты должен быть где-то готов к неожиданностям. Причем как и к возможностям, если мы говорим как сюрпризы, так и в принципе к любым превратностям. Или вы можете оказаться среди нового коллектива, новой общности, которая для вас совершенно незнакома. И здесь меня смотрят люди из разных стран. У вас получится что-то осуществить, но совершенно другая какая-то тактика потребуется. Неожиданности. В конечном итоге все идет к празднику после победы. Люблю эту карту. 4 жезлов. В первую очередь это карта достижения какого-то результата, нашей уверенности, нашего жизненного якоря. И нам показана семья, у кого-то решатся вопросы с семьей или просто вашей личной жизни. Есть и люди, на кого вы можете опереться. Может быть, это и какие-то неожиданности, мы спросили. Перемены по части ваших родственников. Такое тоже могу допустить. Но все равно карта как будто подводит итог. Еще один итог. Исполнение желаний. А здесь праздник после победы. Поэтому даже если идти словно приходится в одиночку и в темноте, вы все равно достигнете того берега, который вы наметили. И будет эта победа.
Сюрпризы давайте посмотрим для вас, мои дорогие девы. Любовь. И ведь это тоже про любовь. Но здесь еще какие-то важные согласования, жезлы. И могут проходить вопросы по части вашего имущества. Могут и вопросы по работе. Могут быть и денежные вопросы. Это все то, что благополучие в целом и составляет в нашей земной жизни. Но есть еще и область чувств. Какая-то любовь, взаимопонимание, лояльность и дипломатия. Может быть, как знакомство с новым человеком. И такое тоже я не могу отрицать. Добрые энергии, мои дорогие. И вам самим, может быть, захочется быть в этих энергиях. Выйти из какой-то сложной ситуации и даже не вспоминать. Сюрпризы. Давайте еще одну карту достанем. Есть элемент ожидания. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может означать «я жду ребенка». Может быть такое тоже. Или как сюрпризы. Может быть по части, как если меня смотрят мужчины, это ваша, ведь по королеве кубков иногда проходят наши супруги. Или та женщина, ваша любимая женщина, с которой вы вместе, может быть, и не оформленные отношения, но вы вместе проживаете. Может быть, одна вам скажет, я жду ребенка, какая-то любовь. Ну вот личная жизнь, эмоции в сюрпризах, то, что приятно. Но и есть элемент ожидания. Каковы еще сюрпризы? И все же карта отшельника вас возвращает к тому, что вы, может быть, для согласования самых разных вопросов, вам придется быть рациональным и абсолютно беспристрастным. Если мы сказали про шляпу волшебника, и это где-то позиция как мага, быть везде и в то же время невидимым. Так вот, по аркану отшельника, отшельник, он тоже в холодных энергиях, он не может расслабиться. И вот этот фонарь, прообраз интуиции, и он включается по преданию в нужное время, так и отшельник идет сам. Это как, ну, как какой-то, знаете, как миссия наша или что-то духовное, то, что мы ставим себе, вот как я должен этого достичь. И вот на вашем пути могут вот такая змея, слушайте интуицию, внезапно быть увидена, поэтому себе и не навредить. Но я должна сказать, когда я люблю эту карту за счет того, что когда она выпадает, никто не мешает. Поэтому самое главное, где-то не мешайте сами себе. Об этом нам говорит карта. Быть, да, магом, волшебником и рассчитывать на самого себя. Даже, может быть, по вопросам личной жизни. Может быть, вам придется... Ведь отшельник – это великий мудрец, к которому обращаются за помощью. И к вам кто-то может обратиться за помощью. Но и вы, мои дорогие девы, может быть, должны какой-то... Все зависит от того, что у вас на повестке месяца будет стоять. Или какие вопросы в начале сентября. Но если мы говорим как сюрприз, действовать по своему плану. Вот ваши возможности. И он, этот план, он будет совершенно где-то не такой, как он был прежде. Или он будет в каких-то других энергиях. Давайте мы с вами достанем карту «Совет». Я перемешаю карты для вас, мои дорогие девы, что на сентябрь, как неожиданности и сюрпризы, совет. Какие энергии для вас наиболее предпочтительны, как видят карты Таро? Ну вот, видимо, посмотрите, был один туз кубков, а должна двойка кубков быть 2. Поэтому прекрасное время выйти из этого отшельника по части личной жизни. Быть счастливым, если мы говорим про добрые эмоции, про счастье, про наполненность, про вдохновение. Не без материального интереса, потому что рыбы золотые, рыбы – это у нас один из символов благополучия как раз в нашем земном мире. И где-то перекликается стройка жезлов. Мы сказали, что карта уверенности, карта якоря. И это, безусловно, карта любви. Но быть прозорливым и внимательным, если мы говорим... Лучезарная дельта, глаз, расположенный над кубком, нам говорят, ты должен постоянно контролировать ситуацию. Мы уже об этом с вами говорили. Хоть какая фаза Луны, хоть камни с неба. Но для вас вот что-то начинается в сентябре, что вам приносит радость, что вам дает прочувствовать счастье. Может быть, выйти из какой-то зоны ограничений, может быть, из каких-то обязательств. Или завершить какое-то дело и больше туда не оглядываться, не начинать что-то переделывать.
или, ну, какая-то история, которая вас порядком измотала, она тоже завершается. И вас карты приглашают уже вдохновиться как и новым проектом или новыми отношениями. И тогда какие-то тоже для отношений, чтобы познакомиться, карты могут советовать где-то. Пойди изучать что-то новое, к примеру, на курсы, и ты попадешь в другой, как социум, коллектив. Расширь вот эту возможность хотя бы. А может быть, поездки добавь. И тоже ты среди нового коллектива или, в принципе, когда люди могут меняться, все в зависимости от того, куда вы, как вы будете эту поездку осуществлять, или с большим как будто драйвом свою жизнь организовывать предлагают, и тогда тоже это вам поможет познакомиться. Можно расценивать и так. Но вы, мои дорогие девы, должны быть счастливы, и вот об этом нам говорят карты. Поэтому не удерживайте прошлое. Не удерживайте то, что пытается от вас давно оттолкнуться. Не сомневайтесь в себе, потому что пока вот не оставишь какую-то заезженную, надоевшую историю, не получится вот эта победа, вот эта радость, счастье. Ты будешь как будто заново и заново вот прослушивать вот эти старые песни, а реальность, она уже меняется. И вам нужно измениться вместе с ней. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.